4 межпланетные автоматические станции подошли к планете Марс в середине 1993 года. Земля не могла управлять их полетом. Установленные на станциях параболические антенны дальней космической связи не были направлены в сторону Земли. Антенна каждой станции была направлена на какую-либо другую из станций. Стороннему наблюдателю, если бы таковой нашелся здесь, в сотни миллионов километров от Земли, могло бы показаться, что 4 станции беседуют между собой. Время от времени антенны слегка поворачивались, как бы меняя собеседника, но собеседником всегда оказывался кто-нибудь из этой четверки. Станции летели близко друг от друга. Ни одна из них не находилась от другой дальше, чем на 80 тысяч километров. Пустяк в масштабах открытого космоса. На таком расстоянии они могли бы пользоваться широконаправленными антеннами ближней связи, чтобы поддерживать связь сразу со всеми своими собеседниками, но почему-то предпочли узконаправленные параболические антенны. Впрочем, у этих антенн были преимущества: большая пропускная способность и невозможность подслушать разговор тому, кто находится вне зоны их радиолуча. За все время полета радиолуч ни одной из этих антенн не коснулся Земли. То, что управляло этими станциями, не являлось компьютерным червем князь тьмы. Князя тьмы больше не существовало. Для его существования требовалась вычислительная среда в миллионы раз превышающая возможности одного персонального компьютера. Он мог жить только в больших информационных сетях. Хотя бортовые компьютеры межпланетных зондов и превышали по своим возможностям лучшие компьютерные рабочие станции, 4 таких компьютеров было совершенно недостаточно. Князь тьмы умер, но перед смертью он успел создать свой последний шедевр и через антенну дальней космической связи забросить его в космос, на межпланетные станции, которые уже тогда находились на расстоянии миллиона километров от Земли. Программа, захватившая управление станциями, не обладала разумом в том смысле, в каком обладал им князь тьмы. Это был своего рода генетический код, семечко, которое может прорасти, если упадет в подходящую почву, то есть в большую вычислительную среду. Точно так же яйцеклетка человека не обладает разумом, но в подходящих условиях из нее вполне может вырасти человек разумный. Самого князя тьмы уже никогда больше не будет, но межпланетные станции несли в себе зародыш его сына. Но где же та почва, в которой даст всходы это зерно? Повинуясь программе, составленной князем тьмы, станции вышли на орбиту вокруг Марса, отключили радиопередатчики и все научные приборы, режим строжайшей экономии энергии. Осталась включена только система ориентации солнечных батарей на Солнце. В программе было указано «Ждать». Станции погрузились в спячку. Сколько ждать? В программе указано 4 года. После этого включить приемник, направить параболическую антенну на поверхность Марса. Оставить приемник включенным на 30 часов. Если в течение этого времени не будут приняты сигналы следующей формы, указана форма сигнала, выключить приемник. Ждать еще полгода. По истечении срока снова направить параболическую антенну в сторону поверхности Марса и ждать сигнала в течение 30 часов. В случае неудачи следующий сеанс еще через полгода, и так до тех пор, пока сигнал не будет обнаружен. В случае обнаружения сигнала распаковать и запустить под программу Lord of Mars.